И снова здравствуйте. Что есть суть выкройки? Это каркас из параллельных самых необходимых линий, горизонтальных и вертикальных. Но некоторые из этих конструктивных линий особые. Сегодня об этих особых линиях. Надевая одежду, люди укрывают тело тканью. Где-то она зафиксирована на теле, где-то повторяет движение мускулов. Для этого, естественно, ткани должно быть хотя бы не меньше, чем участки тела, которые она закрывает. Где-то мышцы для создания движения увеличиваются в размерах, удлиняясь, сужаясь, расширяя некоторые участки. Чтобы не было скованности и одежда не деформировалась, не рвалась, ткани должно быть больше, чем изначальный участок тела. А где-то во время движения один участок одежды тянет за собой другой, возвращаясь на место при окончании движения. Баланс равных телоучастков одежды и больших по величине, чем тело, и должен быть продуман при создании кроя. Одно из слагаемых для успешного итога – ответ на вопрос, для чего нужна эта одежда. Где складки и излишняя свобода будут уместны, где просто необходимы, а где без них можно обойтись. Создавая выкройку, надо сначала знать ответ на этот вопрос. Также надо понимать, что является каркасом любой выкройки, то есть, что является сутью самой выкройки. Какие точки и линии принесут желаемый результат и в чем он выражается. А что может привести к отрицательному итогу и, если так получилось, то где искать ответ. Каркас – это обычно то, что является незыблемым, но точно правильным, минимальным решением для нужной фигуры. Конструктивные линии, как и баланс, это минимально возможный каркас. Баланс – это расстояние между этими конструктивными линиями, а опорные линии – это некоторые из них. Так что для любой базовой выкройки линии опоры – минимально необходимые части чертежа. Без понимания необходимости их наличия и сути не получится понять и построить выкройку. Следующий ролик будет о драпировках. Это прием, который можно рассматривать как декор изделий, если он запланирован, а можно посмотреть на него как на складки, которые возникли непреднамеренно. И, если знать природу их появления, можно их не допускать или же устранить, если все же они возникли. Так что это все очень взаимосвязано. Потому это все и относится к формообразованию. Не только создание сразу приталенного или расширенного силуэта, но взгляд на форму, отступающую от цилиндра. Потому что форму одежды характеризуют линии, создающие силуэт как прямо, так и сбоку. Если что-то не является ровной линией цилиндра, оболочки ткани вокруг тела, то почему? Запланировано ли это? И как этого достичь? Момент А. В каких местах одежда фиксируется на теле? Всегда лучше знать те точки, которые неизменные, создающие фундамент, опору, чтобы четко различать те, которые базовые, всегда на месте, и те, момент Б, которые можно моделировать, варьировать свободу, вообще наличие этих свободных точек. Так что сегодня мои размышления о фиксированных элементах, называемых точки опоры. Частично одежда прилегает к телу, частично между телом и одеждой есть пространство, называемое свободой облегания. Из комбинации этих элементов и складывается силуэт. Его можно считывать, оценивая линии прямо и сбоку. Можно сориентироваться по тому, насколько силуэт отличается от цилиндра всего образа. Насколько шире и уже и на каком участке. Плечи, грудь, талия, бедра, низ, рукав. Например, плечи шире, выше,
работа потому, как одежда должна прилегать к телу, наиболее сложная и должна быть корректно выверенная при снятии мерок и пониманию, как их отложить, создавая выкройку. Какие могут быть опорные участки одежды и какую роль они играют, все ли они нужны. Конструктивные пояса: голова, шея, плечи, грудь, талия, бедра. И только некоторые из них называются опорные точки. Это горизонтальные линии, насколько бы под углом они не находились. На них одежда опирается на тело под действием притяжения Земли, имея какой-то свой вес, не допуская свободного пространства между телом и тканью. Нужны ли они все? Первый вопрос. Одежда есть плечевая и поясная. Эти названия идут от основных конструктивных поясов данных видов одежды. Плечи, пояс. Конечно же, в поясной одежде есть только линия на уровне от талии до бедер. В зависимости от того, где находится верх, пояс, насколько выше и ниже, естественно, уровня талии. В плечевой одежде, закрывающей верх стана, опирающейся на плечи, конструкция может не иметь других опорных линий. Все зависит от того, где она заканчивается по высоте, где и насколько она расширена. В то же время корсет – плечевое изделие, но там только фиксируются линии груди, а плечевая линия отсутствует в принципе. Главное – понимать суть и назначение. Второе. Каково же оно? Как уже сказала, это то, на что идет опора одежды, то, что не позволяет спуститься на пол. По порядку от верха вниз. Первый выделяю макушку. Для изделий, например, с капюшоном. Например, полиэтиленовый плащ от дождя может не фиксироваться на плечах, а только за счет капюшона не спадать на землю. Далее представьте себе накидку на плечи, чтобы она не улетела при порыве ветра или резких движениях. Она на шее прихвачена шнурком. Все, что у нас есть из конструкции, это широкая материя, опущенная на плечи и не спадающая свободно. Но на плечах она лежит, а вот фиксируется и не имеет излишков на уровне сочленения шеи и плечей. То есть она не падает вниз, так как опирается на плечи. Это и есть основная часть конструкции. Изменяя внешний вид, декор, материал, остается неизменным связь с плечами. Далее. Не вся линия плечей в любом изделии может быть опорой, только небольшой участок. Например, если взять накидку в виде пелерины от линии груди вниз. Неважно, вокруг торса только или еще и вокруг рук, а верх можно оформить, например, лямками. Исходя из ширины опорной поверхности, это уже ближе к точке опоры, чем к линии. Но по-любому опора – это плечи. Если ее убрать, вся конструкция рухнет вниз, насколько позволит диаметр внутренней окружности. Появится новая точка опоры, хотя и не запланированная. Естественно, там, где ткань опирается на тело, пространства свободного нет совсем. Далее, опускаясь ниже, можно выделить и последующие пояса. Корсет фиксируется на груди, прилегание очень плотное, иначе можно попасть в неловкую ситуацию или постоянно одергивать его. Юбка солнца, она держится только на поясе, там нет свободы, а вот ниже сколько угодно, конечно же. Здесь использован пояс опоры на талии. Джинсы на низкой талии, например, хоть и положение пояса ниже естественной линии талии, но все равно именно этот конструктивный пояс задействован. То есть конструктивными являются все возможные горизонтальные и вертикальные линии выкройки, и лишь некоторые из них держат всю конструкцию на себе. Именно четкое соответствие расстояний замеров между линиями помогает избежать дефектов перекосов. Должно быть понимание, что есть изменения тех линий, которые могут быть шире, изменены как угодно, по воле модельера, и не должны касаться базовых, всегда остающихся строго на своем месте. И где они должны быть как ориентир. Если ошибка допущена, или надо перекроить, например, готовое изделие, возможно ли это? Должно быть понимание, что тут даже плечевая опорная линия, которая по идее и задает тон одежде, та, что несет на себе всю конструкцию, при необходимости ее можно отделить от плечей, например, подплечниками. Либо иначе декоративно поднять линию конца плеча, создав некоторый объем при сочленении с рукавом. Но подплечник заменяет естественный объем тела так, что это просто изменение своего объема, а опора, где была, там и осталась. Конец плеча чисто декоративный объем содержит, например, какой-нибудь буф, в то время как весь плечевой шов также опирается на плечо. То есть опора как была, так и осталась. Вот именно то, как дальше ведет себя ткань и создает форму одежды. Итак, определились, что основная нагрузка ложится на какую-то опорную линию. Допустим, у нас это просто материя, переброшенная через плечи, так, что ткань и спереди, и сзади есть.
чтобы не сползла под тяжестью на одну сторону. Что далее? События развиваются в двух направлениях. Все зависит от ткани. Это легкий струящийся шифон, приводимый в движение любым дуновением ветра или движением тела, или более плотная ткань, спокойно спускающаяся вниз. Если обе эти ткани представить в одних условиях, без движений тела и ветра, что они одинаково опускаются вниз под силой притяжения Земли, рассмотрим это прямо и сбоку. Ткань идет максимально отвесно вниз до тех пор, пока не встречает препятствие. Любая выпирающая точка, линия. Спереди это чаще всего грудь, сзади лопатки. Под тяжестью веса ткань натягивается этой новой точкой, и между первой и второй точками возникает напряжение, прямая линия. В геометрии есть понятие касательный. Вот здесь прямая линия касается двух точек на расстоянии друг от друга. Логично, что эти две точки – вершины, значит между ними есть провалы. Но ткань идет прямо, не подчеркивая этот рельеф. Далее ткань снова стремится продолжать свое отвесное вертикальное положение вниз. И так до тех пор, пока не встретит новое препятствие. Что это может быть? Живот спереди, ягодицы сзади. Если бы мы не просто накинули ткань на плечи, о чем сейчас речь, а имели еще и ткань, сомкнутую боковыми швами, были бы и бедра в боковой проекции, как точка, создающая рельеф. Но не обязательно. Вот тут и возникает вопрос, какого типа фигура? Верхнего, нижнего, терминология фруктов, овощей, яблоки с морковками, геометрии, овалы с треугольниками. И насколько новая точка препятствия на пути ткани больше предыдущей. Если грудь объемная, живот плоский, ягодиц нет, то есть нет новых объемных на пути объектов, ткань просто прямо спустится вниз. Тогда становится понятно, что от физики никуда не уйти, вес ткани играет роль, свобода изделия также важна. Опять-таки, для чего эти знания? Понимая заранее физику процесса, то, что пойдет не так, как хочется на бумаге, где можно нарисовать что угодно, можно заранее понять процесс и по возможности уйти от дефектов, нежелательных последствий формы. То есть это путь предвосхищения событий и логического построения кроя, а не исправления, как пойдет, что получится. Если ткань не спадает вертикально, то исследовать надо вертикальные направления. Каждая выпирающая точка от вертикали, созданной предыдущей точкой, задаст новое направление прямого неспадания ткани. Если это понятно, то еще раз сравнивать надо боковую проекцию и фронтальную. Полочка и спинка ведут себя одинаково, только каждая своими направлениями на своих участках. Далее следует рассмотреть не просто ткань на плечи, а ткань с боковыми швами, то есть замкнутую вокруг тела кольцо. Ткань от плечей спереди прямо спускается вниз. У нее своя плоскость. Да, на плечах мы ее тоже стачали. Если фигура не детская, как вариант, то на уровне груди две выпирающие точки находятся чаще всего уже, чем ширина плечей. Так что на уровне между центрами груди ткань спустится прямо. Далее она спускается также прямо, если не встретит преград, например, живот, пока без него. На участке от точек, называемых центр груди, до конца плечей, ткань стремится спуститься прямо вниз, не встречая на уровне груди никаких преград. Получается, что, глядя сбоку, первая часть имеет диагональ, касательную к точкам крайним, далее прямую линию, а вторая сразу вниз прямую линию. В прошлом ролике о том, как начертить выкройку графически, я объяснила, кто забыл из геометрии, что диагональ между двумя линиями параллельными длиннее перпендикуляра. И как быть? Есть параллельная линия груди и основания шеи, и есть перпендикуляр на одном участке и диагональ на другом. Получается, ткань спускается вниз разными длинами? А если еще учесть, что конец плеча находится ниже по уровню, чем точка основания шеи? Но там мы в выкройке обычно сверху можем лишнее срезать, задав нужный наклон. А как же здесь быть? А если еще бедра, например, шире груди и выдаются в бок, если смотреть прямо? А если еще учесть, что от тех же точек плеча по спинке ткань идет своими длинами на разных участках, определенных при разбивке плеча на участки горизонтальные. Эти участки между лопаток от шеи, плечей вниз до талии, низа изделия одной длины, от лопаток до бока другие,
А, встречаясь на фигуре в боковых швах, должны иметь одинаковые отрезки с полочкой. Как состыковать эти отрезки, чтобы ни один не тянул или не задирал другой участок? А здесь, во-первых, речь идет о балансе. Об этом тоже уже есть ролик, вышедший ранее. Для того, чтобы как-то между собой это урегулировать, замеры тела горизонтальные снимаются параллельно между собой, а вертикальные замеры как раз и снимаются в тех проекциях, где получаются разные плоскости из-за по-разному свободного ниспадания ткани. Чтобы потом эти отличия для себя определить и знать, где они точно находятся, как с ними поступать. Кроме возможных складок, есть еще возможность перекосить ткань, имеющую явный рисунок. Возвращаясь к пустотам на теле между выпуклыми точками, скрываемыми тканью. Посмотреть стоит сбоку. Поэтому, если захотеть сшить что-то прилегающее, и верх изделия по вертикали будет находиться между опорными линиями, то там не будет фиксации на теле, если корсет, он не будет прилегать. Иначе говоря, замеры проводятся по контрольным линиям, базовая выкройка обычно строится прямыми линиями между этими замеряемыми линиями. А тело может иметь свои очертания, которые не совпадают с прямыми линиями, тем самым получая пустоты или натянутости на участках между линиями. Свобода излишняя будет означать отставание от тела ткани и свободное движение ткани вокруг тела на этом участке при разных углах обзора открывая то, что находится под тканью, но при этом не прикрывается им. Например, стандартная линия проймы и выпирающие участки кожи из платья без рукавов. Так, при движении они не сохраняют одного положения, в отличие от проймы, выскакивая из-под нее. Либо спрямленная линия открывает провал тела и белье. Поэтому выкройка называется базовой. Не только потому, что ее надо моделировать потом в соответствующее изделие, но и потому, что она дает общее очертание силуэта, не вдаваясь в подробности. Потому и любое изделие, не закрепленное ничем, не будет держаться на теле, если не встретит преграды. Например, подпоясывание или широкий рукав будет спадать вниз по всей длине, если не зафиксировать на запястье чем-либо. Разницу длин между конструктивными поясами с края можно удалить, срезав излишки или добавив в разумных пределах, а вот ткань на участках между конструктивными поясами надо куда-то прятать или откуда-то брать. Для этого существуют, например, выточки, складки, расширения, рельефы. Но это уже другая тема. Линии опоры у изделия может быть несколько, но не все они могут и должны быть задействованы. Нужны те, от которых зависит положение на теле. Остальные могут быть совершенно разных параметров, больших, чем по замеру на теле. Все зависит от формы и назначения одежды. Например, платье трапеция. Задействован по назначению опоры пояс плечей, остальные грудь, талия, бедра значительно шире параметров тела. А вот приталенное платье за счет выточек или пояса помогает линии талии зафиксировать на нужном уровне и позволяет от линии груди до талии оформить даже излишний объем на опуск, не давая этому излишнему вертикальному замеру спуститься вниз. Тем самым утянув вниз все изделие, в том числе, чтобы линия низа оказалась гораздо ниже, чем она предполагалась. Тоже со свободой облегания для спортивных изделий. Всегда надо понимать, что строим, из чего и для чего нужна одежда. На бал и спортзал все же неудобно в одном и том же наряде. Еще одним прекрасным примером для понимания важности линий опоры можно назвать излишнее расширение, в том числе оверсайз. Если ткани по линии груди излишние, причем именно со стороны проймы, бока, то как она себя поведет? Если нет никаких рукавов, поддерживающих через пройму эту ткань, она просто спустится вниз, увлекая за собой всю боковую часть, постепенно влияя и на линии полочки, на свободное вертикальное ниспадание линий полочки. Если же есть рукав, он частично уменьшит этот дефект. Если же преднамеренно расширить спинку или полочку над линией груди, сделав отрезную кокетку, то линия шва также немного снизит эффект провисания, как каркасом в виде шва кокетки. Но это тоже до определенного предела. Так что это прекрасная тема для моделирования. Надеюсь, стало понятнее, чтобы не запоминать. До новых встреч! Огромное спасибо тем, кто выражает благодарность
за ролики, нажимая соответствующий значок.